Всем привет! В нескольких роликах, где я плавлю пластик, многие зрители спрашивают в комментариях, а можно ли сделать с этого пластика ручки для всякого ручного инструмента. То есть для напильников, стамесок, для ножей и так далее. Вот сегодня мы это дело и попробуем узнать, что с этого получится. Старые, подписчики мои, зрители уже знают, что я это плавил. Вот это с прошлого видео остатки, которые не доплавил, остались. Это нарезанные канистры HDPE, маркировка. Короче, вот они, остатки этих канистр. Нарезал канистры, помыл пластик, высушил. И дальше плавить я буду в этой духовке. Так, ну а подписчикам даже, может быть, что-то уже будет неинтересно, потому что будет повторение. И, в общем-то, можете перемотать до того момента, когда я уже достану плавленый пластик. Так, ну а для новых зрителей плавить я буду вот в этой форме. Баллончик от дезодоранта. И потом все это дело вделывать в этот напильник. Болгарка сделал насечек, чтобы крепче держалась форма, ручка. Ну и все, теперь включаю духовку, подготавливаю форму, закладываем и поехали. Все, натрамбовал пластика в форму. Правда, форму пришлось вымывать бензином, потому что там после вскрытия оказалась какая-то еще суспензия, которая водой не отмывалась. То есть пришлось бензином обезжиривать. И все, и теперь в духовку. Закрываю дверцу. И ждем первого результата. Пока плавится, расскажу по настройкам немножко по температурным. Сейчас вот я выставил духовку полностью, две спирали включены, 2 тена, 320 градусов. Но плавил я в разной температурной среде. То есть, вот, например, духовка эта старая, ей давно уже место на мусорке. И я замечаю, что зависит температура плавления от температуры окружающей среды. То есть, какая на улице, в помещении температура, так и плавится с такой скоростью или подгорает. То есть, неделю назад я плавил, на улице было тепло, я без куртки был, и вот на 320 пластик подгорал. А сегодня я в куртке, прохладновато, утро, сейчас 9 часов утра, и какой-то даже воздух немного морозный. Вот 320 не подгорает, плавится отлично. То есть, если вдруг будете повторять, готовьтесь к тому, что с первого раза может и не получиться. Ну и желательно не так, что включил и ушел. Наблюдать процесс. Как только пластик поплыл в форме, его пора трамбовать и подсыпать новую порцию. Не допускать того, чтобы были подгорания, потому что на этих подгораниях потом возможен излом. Но сейчас я вот достану, вам покажу, как он примерно выглядит в тот момент, когда его начинаю трамбовать, и дальше подсыпать остальное. Вот он как выглядит сейчас пластик. То есть он размягчился, горячий. И мне его уже можно утрамбовывать. Теплоотдача у него очень маленькая, поэтому он остывает долго. И я не боюсь, что, например, вот сейчас рассказываю вам, а он уже там застынет или что-то. Ничего страшного. И дальше топчем. Утрамбовываем. Вот, таким образом утрамбовываем. Я сейчас камеру выключу, потому что мне так неудобно. Вот видите, он тянется. Даже по стенкам размазывается. Дальше я засыплю и уже покажу, когда финальное будет доставание. Ну вот, получилась полная форма. Сейчас я ее утрамбую, еще раз прогрею, и можно будет вставлять ручку. Все, достаю форму и вставляю напильник. Напильник я прогревать не буду. Думаю, что это, не знаю, смысла нет. Какой есть температура, такой и останется. Вот она форма. Расплавленный пластик, он перчатки прилипают. Все, и сюда теперь я вставляю напильник. Напильник я вставлю, наверное, поглубже, потому что он все равно длинный. Лучше потом обточить.
Главное сейчас ровно все это сделать. Теперь не знаю, ровно ли я поставил его или нет. Ну, посмотрим. Именно для этих целей я и взял форму побольше, то есть диаметром, размером побольше, чтобы было больше массы, которую можно будет обточить. Понятно, что ручка не будет такой длины, такой толщины. Но вот как раз таки на устранение всяких косячков и взята такая форма. Ну а теперь все, остывает. Достанем, посмотрим, обточим. Так, ну вот, пластик застыл и даже хорошо усел. Видите, да? Он стал крутиться. Сейчас отковырну, сниму форму, посмотрим, что вышло. Потух свет, поэтому продолжение ролика будет после того, как свет включат. Ну а сейчас открываем. О, вылезло. И вот то, что как раз о чем я говорил. Видите? Без пресса все-таки не то. Когда я прессом прессую, вот это все заминается хорошо. Ну ничего, для этого я и делал большую форму. Для того, чтобы это все как раз обточится, сойдет и должно получиться. Так вроде гладкий, нормальный. Лишь бы внутри было меньше пузырей. Все, дадут электричество, попробуем обточить. Не прошло и 5 часов, и свет загорелся. Все, буду пробовать сейчас. Сначала резцом все эти косяки выровняю, а потом попробую стамеской. Стамеской, за которую не брался уже больше 2 лет. Попробую. Ну все, поехали, обдираем. Так, от ты елки, все равно немножко еще есть, не достал. Ну, хотя еще и толстовато, можно снять еще. Но полностью, наверное, я этот косяк не выберу. Ну ничего, пойдет. Для себя. Почти выбрал. Просто дело в том, что я сразу очень много заложил пластика, полную форму. Потому что нас предупредили, что потухнет свет. Поэтому я торопился. Пойдет, ничего. Нормальная ручка будет. Сейчас спереди пройдусь.
хороший такой крепенький пластик получается. Руками даже не порвать. Так, получится у меня здесь сейчас, чтобы стамеской сюда не лезть, до напильника сточить. Почти. Тут подрежется ножом. Нормально. Так, ну а сейчас устанавливаю подручник, наверное, и буду пробовать стамеской дальше. Так, ну установил я подручник. Правда, он получился выше центра. Плохо в рецидержке устанавливать подручник под стамеску. Так, ну и чуть-чуть подрагивают ручки, потому что давно я уже не точил на высоких оборотах таких стамеской. И тем более заднюю бабку я сейчас сюда не поставлю, не упру. Немножко страшновато, ну да ладно, начинаем. Так, сейчас приблизим. Вот так, пробуем. Сейчас проверил. Дело в том, что она просто на напильнике играет, и поэтому стамеской не дает точить. Болтается. И поэтому она отбивает стамеску. Так, ну резцом сделаю, пойдет. Руки резать не будет. Так. Вот они пузыри-пузырики все портят всю картину. Да, в общем, уже и готовая ручка. Не буду ее больше стачивать. Нормально. Сейчас посмотрим, как она на крепость будет. Сниму, проверим. А теперь испытание. То есть, сколько бы вы ее ни роняли, она не разобьется, не сломается, ни вмятин, ни сколов. Все отлично. Вот что в итоге получилось. Нормальная ручка, удобная, и хват. Не художественная, да, но у меня и со вкусом художественным проблемы. Нормально. А вот за эти вот полости, мне уже в одном из прошлых видео люди писали, несколько человек, даже одну и ту же мысль. Говорят, что ты переживаешь за эти, воздушные пузыри, они легко заплавляются феном. То есть кладется кусочек пластика, феном греется, и он заливается, заплавляется, и нормально. Вот таким нехитрым способом, в общем-то, быстро, просто можно сделать ручку на любой инструмент. Все, всем удачи, здоровья, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Как всегда, советы приветствуются. Всем удачи!